Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И как бы что-то как-то незаметно проскакнул этот самый ребаланс. Глобальный ребаланс оборудования третьего тира. Типа часть вторая. Первая часть были корабли, там все понятно. Об этом уже поговорили. Вот по поводу оборудования что-то как-то тишина. Давайте эту тишину нарушим. Итак, переделали у нас что? Ракетные батареи. Переделали у нас гранатометы и переделали артиллерию. Что как бы намекает на то, что все должно остаться так, как оно в принципе и было. Потому что если как бы апнули все, то оно все улучшилось, но при этом как бы в плане позиционирования все должно остаться на своих местах. Я, естественно, перещупать все не перещупал, но какие-то моменты могу уже отметить. И давайте начнем с ракет. Непонятно, какие-то общие фразы вначале идут, типа там полностью переработана, базовая прочность увеличена, не увеличена, что там. То есть при этом по каждой ракете не написано, увеличен ли ей запас прочности или не увеличен. То есть ты сам должен знать, сколько у нее было, чтобы посмотреть, сколько у нее стало. Здесь я, если честно, не у всех особо это понял. Потому что я же не пользуюсь всеми абсолютно ракетами. Более того, у меня нет даже всех ракет. У меня есть свои, которыми я пользуюсь, и какие-то, какими я не пользуюсь, но они у меня лежат. Ну и что-то я там покатал, потестил, и какие-то выводы вот по ракетам и сделал. Первое, что мне понравилось, это то, что апнули зенитные ракеты, увеличили тем же самым HQ-шкам 26-м сплэш. Что урон увеличили от сплэша с 2000 до 2500. Что увеличили еще и высоту траектории полета. Это важный момент, потому что теперь их можно кидать через острова. Те, кто любят вот через острова кидаться, вот, кстати, на HQ-шки можно обратить внимание. Хотя, не, лучше не надо, не трогайте. Не трогайте HQ-шки, они, это ракеты как бы универсального формата. Они больше для того, чтобы палить по самолетам и как бы спамить по вражескому кораблю, если основным оружием у вас являются не ракеты, а что-нибудь другое. Там, гранатометы, пушки, например, на басистом, на Ушакове они хорошо смотрятся. Вы можете шугануть авика, и в тот же момент проспамили эти ракеты, забыли про них и непосредственно вернулись к своим гранатометам, торпедам, пушкам, и вот это вот все. Дальше. В AJ-21 неплохо так капнули. Во-первых, у них улучшилась перезарядка. Они из тех ракет, которые я называю 10-секундными. То есть это вот AJ, это Искандеры, что там еще было, Базальт, по-моему. Они все вот в районе 10 секунд имеют перезарядку, поэтому я их называю 10-секундными. Мне они, если честно, не особо нравятся. Потому что вот эта вот 10-секундная перезарядка, она равняется перезарядке ловушек. Соответственно, ты кинул ракеты, у тебя их сняли ловушками, их перезарядил, противник перезарядил ловушки, ты опять кидаешь, он опять их снимает, и так можно до плюс бесконечности, как говорят математики. В общем, неинтересны они. Я такими пользовался редко. Предпочитаю что-то, что перезаряжается быстрее. Так вот, теперь эти штуковины перезаряжаются меньше. В полной прокачке там 8 секунд с чем-то идет. Соответственно, у них высокая траектория. Вот этими ракетами хорошо кидать через препятствия. У них хороший урон. Теперь у них еще и хорошая перезарядка. И, в принципе, они могут и пролетать через ПВО. Не через все, но могут. Поэтому на них советую обратить внимание. Дальше. Москиты и отмаки. Складывается впечатление, что вот отмака, в принципе, своем, это была, наверное, лучшая спамовая ракета
бюджетная, да, то есть были дорогие, это Мако, они там получше, но они стоят дороже. От Мака она бюджетная, она стоила дешевле, но в тот же момент спамить от Маками было хорошо. Они хорошо спамили, залетали и все такое. Но последнее время они что-то как-то вот потускнели очень сильно. А сейчас еще и взяли эти самые москиты и переделали их. Им улучшили как это общую скорость, это хрен его знает, что это значит. Им тоже увеличили высоту траектории полета, то есть теперь их можно кидать через препятствия. И уменьшили время перезарядки. Теперь у них меньше 6 секунд при полной прокачке время перезарядки. А ПВО они изначально еще до ребалансов проходили хорошо. То есть у меня такое впечатление сейчас складывается, что именно москиты сейчас займут место от Маки. От Мака как бы уходит в прошлое. Она устарела, к сожалению. Спасибо, что зашла. Вот. И на ее место теперь вот в спамовых ракетах как раз-таки выходят непосредственно москиты. Что еще? Ну, больше я так особо не рассматривал. Как бы Брамосы вот хорошо стали внезапно заходить. Да, вот Брамосы. Я их как бы, ну, там еще покатал не так, чтобы много, но показатели у них уверенные. Они увереннее проходят ПВО. А Брамос это как бы 2 ракеты по 20 тысяч с каждого слота. То есть 40 тысяч на слот у вас. Двойной слот дает уже 80 тысяч. И это, в принципе, заявочка. Так что Брамосы, у кого есть, я думаю, они у многих есть. А если нет, то зайдите на рынок. Они там сейчас стоят дешево, если еще не взлетели после этого вот всего. И, в принципе, Брамосов тоже могу порекомендовать. Отлично апнули Гранита. У него забрали одну ракету из его БК. То есть, как бы, ну, вы же понимаете, что у Гранита основной проблемой было то, что в БК слишком много ракет. Они вот в трюме там их много напихано, они друг дружку мнут, у них эти стабилизаторы портятся. И когда вы Гранитом стреляете, он летит примерно как утюг, который выброшен с 15 этажа в ветреный день. И вот примерно так же он и летит. И долетает, не долетает. А теперь все будет хорошо, я думаю, да, то есть вот без таких ребалансов как бы тоже не обошлось. И не только у Гранита, они там и у других тоже были такие же, прости господи, ребалансы, которые непонятно как должны помочь этим самым ракетам. Ну, в принципе, синие ракеты, синие, да, это, как они называются, редкие какие, ну пусть будут синие. Они как хламом были, так хламом остались, одна только булава. И то булава это... сказать. Это сложная ракета. Ей надо уметь пользоваться и желательно в отряде ее использовать. Да? То есть, во-первых, она должна запускаться через более сложную схему. Да? То есть не просто вы там гранатометами пустили там, развели, а потом булавы кинули. Это не сработает. Вам нужно другую схему. Вам нужен двойной 2+2 ракетные слоты плюс гранатометы. То есть одного двойного вы разводите. Потом гранатометами забиваете ПВО, и только тогда вы заводите булаву. Вот как-то так. Это сложные ракеты. Так что, ну, вестись на их урон я бы не рекомендовал. Но если вам такое нравится, пожалуйста. Единственное, что, конечно, желательно их, конечно, в отряде катать. Потому что если вы, ну, грубо говоря, в одного вы ничего толком не сделаете. Да, вы с противником столкнетесь, он вас просто развалит за счет перезарядки. Пока у вас ваше главное оружие будет заряжаться, если оно, не дай бог, еще и не зашло, ну, считайте вещи. Все остальные же синие ракеты им не помог. И баланс никак. Как они были хламом, так и остались хламом. Остальное особо пощупать я не успел, но пока как бы вот так, по ракетам. Дальше. Что у нас дальше? Дальше перейдем мы к пушкам. Так, здесь опять же синие пушки все идут в баню. Ничего им ребаланс не помог, как они были синими пушками, так и остались. Пыльный хлам. Не пользуйтесь, не берите, не играйте, не надо. Исключение оригинальные
Рельсотрон и Зумвальд. Если у вас первый самый корабль за золото, вы купили Зумвальд, вот те пушки, которые на нем стоят, вам их не нужно покупать. Они работают плюс-минус внятно. Плюс-минус. И первое время вы можете с ними работать. Прокачать их и с ними, в принципе, играть вы можете. Потом все равно придется их заменять. Но на первое время, если еще раз, если у вас первый корабль Зумвальд, то, в принципе, в своем вот эти пушки из синих еще куда не шло. Остальные там все эти АК-130, у него там целый огромный список изменений, там дальноспособность рикошетить, там и базовый урон, и максимальная скорость, количество снарядов. Нет, 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 нет. Дальше. Что там у нас? Армат. Как был хлам, так и остался хлам. Коалиция хлам пыльный не тянет. Что там еще? Ну, в принципе, давайте так. Зенитные пушки. Зенитные пушки апнули, дали им этот самый урон по области. Теперь зенитные пушки имеют урон по области. Что как бы хорошо. Но, опять же, вот это вот HPJ, там 45B, или как вот это вот многострадальная зенитная пушка, магазинная, да, которая единственная, по-моему, которая стреляла по самолетам, зенитная, она так и осталась многострадальной, она все еще много страдает, и не надо вам ее, забудьте. Там тот же Эрликон, например, ну, забрали у него шанс критического урона. Но добавили ему сплэш, да, то есть что-то как-то непонятно, да. В общем, из зенитных, из всех, что я перетестил, работает это JRVG-1, которую давали за ивент. Это ивентовая пушка, 76 миллиметров. Так вот, она, в принципе, да, ее можете попробовать. Да, то есть не надо прям пытаться, вот, все, я нашел себе эту пушку, и я сейчас на ней всех порву. Попробовать ее можете. Желательно в какой-нибудь противовоздушной сборке, если вы играете, тогда можете ее пробовать. Смысл в том, что она до отсечки выдает нормальный урон. Потом перезарядкой вы еще раз можете выдать. Но смысл в том, что, чтобы выдать этот урон, ей нужно время. Она автоматическая, то есть она будет очередью работать. Не один снаряд попал и все, урон прилетел, а вам нужно ты, и надо, чтобы противник все время был у вас в доступе. Это проблема. Если вы не в состоянии эту проблему решить, и эту пушку не трогайте, тогда вообще не трогайте эти зенитные пушки, не надо вам их вообще. Дальше. Монарх. Монарх теперь прям, вот он и был, кстати, хорошей пушкой. Вот он прям был отличная пушка для новичков. Все рекомендовали им: берите вот первую пушку на 3-м тире, берите Монарх. Сейчас не только новичкам, сейчас берите, если у вас ничего вообще нету арткоинового, эта пушка у вас вообще должна быть. А у каждого, по-моему, должна быть. Ему урон повысили, теперь он молотит там по 30 тысяч, то есть, ну, прям хорош. Ну, Монарх, он и был хорош, да, то есть зачем лапали, тоже непонятно, но, видимо, так надо было. Ну, этот Купидор Айлган, ему повысили урон, он почти как старый Монарх. Почти. Не дотягивает, но, в принципе, почти. Что еще могу посоветовать? Обратите внимание на ТМФ. ТМФ стал бить интересно. Он стал бить больнее. И, в принципе, в своем можно сказать, что, ну, не сказать, что прям взлетит, но, в принципе, какую-то часть своих позиций он отыграет. Да, он не взлетит до тех высот, на которых когда-то был,
этот ствол, да, то есть это прям была чуть не топовая пушка, одна из топовых пушек. Но он подрос, сейчас, в принципе, есть смысл на него обратить внимание. Так, в общем, по пушкам тоже, что по ракетам. Что-то улучшилось, что-то нет. Картечницу, кстати, не трогай. Но ее, в принципе, и не надо трогать, у нее все нормально, она работает хорошо, и, в принципе, у меня к ней претензий нет. Как я с ней играл, так и играю. Далее, переходим к гранатометам. РУР-5Б Асрак и Type 726-4А апнули. Они теперь действительно попадают по вражеским кораблям, даже с дистанции попадают. То есть новичкам есть теперь чем ворваться. То есть по факту, как бы получается, теперь у новичков есть, по сути, полный комплект. Берем за доллары Ушакова, ставим на него монархов и ставим вот эти, любой из гранатометов. Либо асраков, либо тайпов. И в принципе, ну, как бы можем что-то сделать, да, там в одного как бы выходить на Лирана я бы не рекомендовал, но в любом случае, как бы с напарником, держась рядом в команде, уже ребята могут вливать урон, и это хорошо, я считаю. Это вот положительный момент, на который можно обратить вполне себе внимание. Немножко там поковыряли РБУ 2500, не особо я заметил его каких-то прям улучшений или ухудшений в бою. Работает он, в принципе, примерно так же, как и работал. Как бы хорош, как всегда. РУР-5С увеличили базовый боезапас. Ну, это хорошо. И задержка между выстрелами у него уменьшена. Ну, вроде как должен стрелять быстрее, но до РБУ 2500 он все равно не дотягивается. Чуть-чуть он все же от него отстает. Но все равно остается бюджетным, хорошим арткоиновым гранатометом. Вполне себе. А-22 теперь работает как все стандартные гранатометы, но имеет болезнь Пинаки. То есть вам нужно держать кнопочку зажатой, пока он не закончит извергать из себя все свои негативные эмоции в сторону противника. Потому что если вы кнопку отпустите, он и стрелять перестанет. И это делает его медленным. То есть если на РБУ 2500 я клацнул и переключился на следующее оружие, работаю уже другим оружием. Здесь нужно держать и смотреть, и держать, и вот это вот все. То есть это, я считаю, недостатком. Дальше. Ракетные. Зацепим ракетные гранатометы. Да, по сути, ничего особенного с ними. Как они были дополнительным оружием, так и остались. Вот Вихрю там повысили урон, причем серьезно так повысили урон и понизили перезарядку. Но прочность там тоже увеличили. Ну, понимаете, все равно эти ракетки, они достаточно просто срубаются ПВО. Все еще достаточно просто срубаются ПВО. И как бы, не знаю, стоит ли увлекаться ими. Может быть, какие-то там сборки есть, в которых они могут работать, но я не знаю. Для меня все эти МЛРСы, эти Астросы, они больше как средство забивания ПВО. То есть я отработал ракетами разводными, потом забил ПВО после того, как противник откидал ловушки, и тогда уже завел основные ракеты в него. Такая схема имеет место быть, но она долгая. Поэтому я играю на Ушакове. У него пушки есть, гранатометы есть, и пофигу на все эти ракеты, ваши гранатометы ракетного типа, они вообще не интересны. Ну а кто играет на всяких кирчах и так далее, ну, может быть, что-нибудь они с этого смогут извлечь, но Вихрь, я поиграл в Вихрь. Сбивается уверенно, ничего особенного. МЛРСы, Астросы, то же самое, срезаются нормально и так далее. Вот. А ТРГ, да, зато увеличили боезапас с 10 до 11. Ну, это прям... Некоторые, конечно, эти апы, ребалансы, они, кроме смеха, ничего не вызывают. Что за где, кого, куда, чего.
Зачем, почему, от чего? Вот, то есть по гранатометам, в принципе, ну, самая приятная новость это, конечно, то, что апнули долларовые. И теперь новички какой-то шанс имеют. Далее торпеды. По торпедам тут по каждой я разбирать не буду, потому что ну, ничего сверхъестественного у них там не поменяли. Общее только, что им повысили прочность, и теперь их расстрелять из гранатомета сложнее. Например, из РБУ 2500, которым я играю чаще всего, ну, иногда какая-то торпедка проскакивает, действительно. Бывает одна, бывает даже две проскакивают. То есть при том, что у тебя их три. Если два, то там желательно вообще прятаться от них, но некоторые можно и отстрелять. Да? Но лучше, в принципе, не связываться. Если у вас меньше 3 гранатометов, как бы лучше не связываться. Потому что там можно и отстрелять, а можно и пропустить, потому что, ну вот так вот повысили их. Хотя и тут, конечно, есть апы, типа там базовый боезапас там на одну торпеду увеличился. Ну, охренеть. Без этого никак. Идем дальше. Автопушки. Так как я играю только на сигмах, по сути, сейчас, я другие не использую. Да и нет смысла использовать другие, потому что нужна автопушка, которая работает и по кораблям, и по самолетам. Это увеличит, усилит и ПВО, и какой-то огневой мощи добавит против кораблей. Нет смысла брать другие. Ну, может быть, Rapid Fire, если у вас нету арткоинов для новичков. Rapid Fire, я тоже играл на Rapid Fire в свое время. То же самое, он и туда шарашит. У него базовый урон улучшен, а у Сигмы улучшена общая точность. Ну и что это значит, фиг его знает. Ну, в принципе, тут сами разработчики пишут, что минимальные доработки. Ну, пусть они будут минимальными. Переходим к ПВО. По большей части изменения выглядят в формате: улучшена скорость, уменьшена обойма, магазин, обойма, лента, диск, черт его знает, что там у них пихается. В общем, перезаряжаться будете чаще. Видимо, это сделано для того, чтобы ПВО чаще оказывалось незаряженным, оно разряжалось побыстрее, и непосредственно, чтобы ракеты лучше заходили. Да. Но я скажу так. Корабли, у которых изначально хорошее ПВО, тот же Варяг, тот же Киров, да, они по сути своей все так же отрабатывают нормально. Причем они отрабатывают, как я уже говорил выше, лучше всего отрабатывают именно вот эти вот РСЗОшные ракетки из гранатометов ракетного типа. То есть, когда вас пытаются развести, вам не надо тратить свои ловушки, не надо разводиться. Если вас пытаются развести, вам разводиться не надо. Вы просто, как говорится, спокойно, нервы в кулак, ПВО их срубает нафиг, и вас вынуждены опять разводить. Да? Сейчас они пытаются там иногда делать так, что запузыривают все вот эти свои РСОшные ракетки вас, и за ними сразу же пускают еще и ракеты. Вот тут, да, тут можно и ловушки использовать. Но бывают моменты, когда действительно ПВО разряженное, оно перезаряжается и что-то прилетает. То есть надо думать, наверное, что-то с разными перезарядками или что-то такое. Черт его знает. С разными магазинами. Ну, я в основе использую жринги и самые римки 162 Б. Это у меня самые, что ни на есть, основные ПВОшки. Вот, то есть, как бы попытка апнуть ракеты, параллельно поднерфить немножко ПВО. Я так полагаю, это и было сделано для того, чтобы роль ракет повысить. Но видите ли, в чем дело? Подводя итоги, то, с чего и начал. Апнули-то не только ракеты, апнули и пушки, апнули и гранатометы. Да, то есть апнули ракеты, но апнули и пушки. Апнули торпеды, но апнули и гранатометы. И, соответственно, как бы все, в принципе, осталось на своих местах.
исключение какие-то элементы, да, то есть москиты теперь очень хорошие, бюджетные, спамовые ракеты, да, то есть были от Маки, теперь москит. Но Мако, как бы, они как бы остались на своем месте. Но с той же как бы позиции получается, что и пушки, и гранатометы все равно остаются основным оружием. Они молотят лучше, они молотят больнее, урон неотводимый, а ракеты все-таки сбиваются. Пусть и хуже, но все равно сбиваются. Вот, как-то так. Такие у меня первые впечатления как бы, от этого самого ребаланса. Ну, я говорю, я не катал всего. У меня вообще нет всего. Я нищий. У меня ничего нет. У меня есть Кронштадт, который я никак продать не могу, потому что цены на него просто смешные. Но он и сам тоже не очень серьезный. Но вообще плохо все. Поэтому как бы покатать все я не могу. А то, что покатал, ну вот рассказал как бы свой опыт. Все, о чем я сейчас говорил, я сам протестировал в боях, в ПВП боях. И как бы вот впечатления такие, что в общей картине, в принципе, все осталось на своих местах. Да, то есть какому-нибудь Муса Шаягису чихать он хотел на то, что там Рамосы лучше проходят ПВО. Он тебе как втащит на 2/3 твоего лица, и ты своими Брамосами подавишься просто. Чихать ему, вообще плевать он хотел. То есть линкоры артиллерийские как тащили, так и тащат. Как артиллерия, гранатометы были основным оружием, так они, в принципе, остались. Я не вижу сейчас засилий каких-нибудь там 1164И в рандоме, что они прям все воспряли духом и ракетами стреляют. Я их не вижу. Все, в принципе, осталось на своих местах. В общем, такие вот у меня впечатления по поводу того, что удалось пощупать из данного ребаланса. Я бы вообще не стал это называть ребалансом, тем более глобальным. Это какие-то точечные улучшения чего-то и где-то, потому что глобально не поменялось ничего, как по мне. Что сами думаете, пишите в комментариях. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.